Друзья, то, что происходит сейчас в начале 2026 года, это не просто очередной слив, это полномасштабное обрушение декораций, за которыми десятилетиями пряталась мировая элита. Январские и февральские дампы, те самые 3,5 миллиона страниц, они вскрыли гнойник, который оказался гораздо глубже, чем мы могли с вами представить. В новых дампах, массивах документов этих всплыло еще несколько имен. И здесь опять обнаружен очень тяжелый музыкальный академический вес. В этом видео мы с вами уже не будем обсуждать старое. Это мы сделали в двух предыдущих видео. Мы пройдемся с вами уже по новым упомянутым лицам, по свежим. От министров культуры до президентов университетов и музыкальных магнатов даже. Эпштейн, видимо, не просто покупал молчание, он создавал региональные филиалы своей системы по всему миру. И, конечно, очень интересно, почему сегодня в том же США или, допустим, во Франции летят головы, а в других столицах, например, постсоветских стран, что-то как-то тишина. Важно понимать, что наличие имен в файлах не всегда означает автоматическую виновность в преступлении, но сам факт, конечно же, точно требует публичных объяснений. Начнем с Европы. Февраль 2026 года стал концом карьеры для Жака Ланга, который делал живую музыку доступной всем через бесплатные уличные концерты профессионалов и любителей. Фестиваль проходил более чем в 100 странах. Он бывший министр культуры Франции, которым он был с 1981 по 1993 годы, а также бывший министр образования. Им он был в начале 90-х и нулевых. Человек, который десятилетиями определял, что такое французский шик и искусство. Жак Ланг подал в отставку со всех постов 8 февраля этого года. Причиной СМИ называют факт обнародования новых файлов Эпштейна, в которых он фигурировал и где его имя упоминается сотни раз. Кстати, Ланг продолжал переписку с Эпштейном даже после того, как тот был официально признан преступником в 2008 году. Для нас это подтверждает тот тезис, о котором я говорила и в прошлом видео. Это существование региональных кураторов от культуры, так скажем. Но посмотрите на контраст. Если во Франции министр уходит в позоре, то что мы видим в наших постсоветских странах? А ничего. Тишина. В новом массиве данных 2026 года обнаружены упоминания Sovereign Trust Company, которые, по версии следственных групп, могут быть связаны с активностью Эпштейна в Санкт-Петербурге. В связи с этим в расследованиях звучит имя Валерия Гергиева, которого авторы публикации называют хозяином Петербурга. Наличие таких контактов в файлах интерпретируется экспертами как попытка Эпштейна найти локации с минимальными юридическими рисками, где административный ресурс мог бы, так скажем, превалировать над буквой закона. Короче говоря, опубликованные файлы дают основания полагать, что Эпштейн мог рассматривать Петербург как зону с особым правовым климатом, где наличие влиятельных связей потенциально гарантировало бы ему лояльное отношение властей, то есть безопасную гавань. Леон Блэк – один из богатейших людей планеты, экс-председатель попечительского совета Museum of Modern Art. Он занимал пост председателя с 2018 по 2021 годы, являясь крупным меценатом музея. Он также является мегаколлекционером. Например, именно он купил Крик Мунка за $120 миллионов. В расследовании, согласно заявлениям, он фигурирует как денежный мешок, который платил Эпштейну миллионы и пользовался его услугами. Блэк уже покинул свою должность на фоне скандала файлов Эпштейна. Кто не в курсе, Музей современного искусства на Манхэттене в Нью-Йорке
один из первых и наиболее представительных музеев современного искусства в мире, послуживший эталоном для многих других собраний подобного рода. Коллекция музея охватывает период с конца XIX века до наших дней и включает более 200 тысяч произведений архитектуры, дизайна, графики, живописи, скульптуры, фотографии, гравюры, иллюстраций, а также книги художников, фильмы и электронные медиа. В транше от 2 февраля 2026 года всплыли показания жертв. Эпштейн мог оказывать Блэку специфические услуги организации досуга с несовершеннолетними девушками под видом массажа. Но самое страшное даже не в этом. Блэк жертвовал миллионы тем же школам и консерваториям, что и Эпштейн. Понимаете логику? Это создает пугающую гипотезу. Получается, что учебные заведения были просто охотничьими угодьями, где искали жертв? Это что, были места благодарности? Меценат дает деньги школе, школа, соответственно, закрывает глаза на очередные визиты Эпштейна, и Эпштейн поставляет жертв другому. Круг и замкнулся. Искусство в этом случае всего лишь ширма? Делайте выводы сами. Даже консерватория Манас в Нью-Йорке оказалась в списках финансовых переводов. Как и в случае с Джулиардом, пожертвования совпадали с частными визитами Эпштейна на отчетные концерты. И вот что еще выяснилось. В прошлом или позапрошлом видео я упоминала тот самый лагерь Интерлакен. Так вот, в лагере Эпштейн, оказывается, зашел гораздо дальше. Он не просто давал деньги, он построил на территории кампуса для себя частный лодж, где жил вместе с Гhislaine Maxwell. Представьте себе, на охраняемой зоне, на охраняемой территории, где родители оставляют своих детей, веря, наверное, в их безопасность, у миллиардера была своя суверенная зона. В 2026 году администрация лагеря официально признала, мол, они не могли контролировать его контакты со студентами. И все на этом. Его статус VIP-донора стал для него дипломатическим иммунитетом, открывшим двери в любые классы и спальни. Ну, знаете ли, это уже не просто какой-то меценат, это уже какой-то троянский конь, которого администрация сама впустила в город, в лагерь за звонкую монету. Таким образом, Эпштейн отравил саму суть меценатства. А теперь самый важный и страшный момент этого расследования. Пик цинизма. В начале февраля 2026 года Минюст США допустил ошибку, в кавычках. При публикации файлов они плохо закрасили имена 100 жертв. Любой человек мог просто скопировать текст и увидеть их имена. Задумайтесь, они годами тщательно охраняют имена клиентов, звезд, политиков, миллиардеров, но имена сломленных девушек, которые решились дать показания, случайно сливаются в сеть. Жертвы сейчас получают угрозы, и этот провал не случайность. Это сигнал другим. Молчите, или мы уничтожим вас снова. Эпштейн отравил саму атмосферу образования и культуры. Теперь любое пожертвование, любая протекция в университете кажется подозрительной. И странно, конечно, что пока одни страны очищаются хоть как-то, через расследования, через отставки, через посадки, другие продолжают делать вид, что ничего не произошло.